Добро пожаловать на вторую часть рассказа о Т-55А. Кратко поговорим об инфракрасном прожекторе. Он всегда защищен вот этой крышкой. Чтобы открыть прожектор, нужно отсоединить зажимы, что занимает несколько секунд. Но, конечно, никто не занимается этим в бою под огнем. Это обычный прожектор с инфракрасной пленкой на внутренней стороне линзы, которую в случае необходимости можно свернуть и убрать. Система очень простая, с не самой большой дальностью действия, всего несколько сотен метров. Но это все же лучше, чем вообще ничего или чем использовать обычный прибор ночного видения без подсветки. Как вы помните, я говорил, что командиры танков западных стран обычно вели бой с открытым люком. Это как раз один из тех случаев, когда вы очень хотели бы быть именно таким командиром. Мои ноги находятся прямо под прицелом наводчика. Это плохо даже для человека с длинными ногами. Но мой рост не имеет никакого отношения к моей ширине. В этом смысле я не очень широкий парень. Но я совершенно зажат здесь между ограждением казённика пушки и радиостанцией. Передо мной находится командирский танковый перископ ТПКУ-2Б с пятикратным увеличением и стереодальномером. Он заменил более ранний прибор с двукратным увеличением. Для ночного обзора можно его убрать и установить инфракрасный прибор. Здесь, судя по тому, куда ведут кабели, переключатель системы внутренней связи. Также для дополнительного обзора в опоре люка установлено два перископических прибора. В самом люке есть еще два перископа, которые обычно направлены направо и налево. У командира нет приборов для заднего обзора при закрытом люке. Я бы назвал это проблемой. Кроме этого, слева от командира находится радиостанция. Если бы это был командирский танк, например, Т-55К, здесь было бы установлено несколько радиостанций, чтобы координировать действия с соединениями разных уровней. И последний комментарий про ноги. У командира и наводчика есть подставки для ног. Сейчас я стою на такой. Это обязательное условие. Пол башни вращается, что хорошо для заряжающего. Но проблема в том, что не везде внизу есть место для ног при ее вращении. Снизу есть цилиндр, который возвышается над полом примерно настолько. Если бы мои ноги свисали и башня повернулась, то я бы остался без них. Во время подготовки танкистов обучают, как вести бой, если один из членов экипажа выведен из строя. На танке М1, например, у командира есть удлинитель прицела наводчика и переключатель управления огнем на себя. Так можно вести стрельбу с места командира. Но увеличение прицела нужно оставить максимальным, потому что теоретически вы не сможете дотянуться до приборной панели наводчика. А в Т-55 я в принципе могу это сделать. Чтобы вы понимали, насколько близко расположены места наводчика и командира, я сейчас сижу на сидении командира, а ноги стоят на подставке для ног наводчика. Я могу свободно наклониться вперед и дотянуться до прицела и приборов управления. Знаете, наверное, вести бой на этом танке было бы проще экипажем из 3 человек вот таким вот образом. Двигаемся вперед на место наводчика. Ноги стоят на подставке. Как я уже говорил, это обязательное требование. Чтобы у командира было немного больше места, наводчик может чуть подвинуться вперед и смотреть в прицел. Здесь, в общем, довольно удобно. Хотя я, конечно, не знаю, смог ли бы я находиться здесь продолжительное время. Но одним из преимуществ отсутствия подбашенной корзины и наличия вращающегося пола башни является то, что вне боя наводчик может вытянуть ноги, потому что он управляет башней и знает, что она не повернется. Могу сказать, что места здесь полно. Но в бою, конечно, места поменьше. Поворот башни и наведение орудия осуществлялись с помощью стандартной послевоенной электросистемы и двухплоскостного стабилизатора. В отличие от машин западных стран, где механизм больше похож на рулевое колесо, советская система напоминает вертушку, но наведение вверх и вниз осуществляется как обычно. Небольшой подвох для танкистов, служащих в США по обмену. Это не лазерная подсветка, это спусковой механизм. Для тех, кто не знаком с танками Абрамс, лазер здесь, спуск здесь. У нас был курсант из Румынии,
Он нажал на лазерную подсветку, бабах! Упс! Лазерная подсветка была под указательными пальцами. Обычно это называют лазербум, когда пытаешься подсветить цель, а вместо этого стреляешь. Ладно, теперь об остальном. Есть, конечно, и вспомогательные ручные механизмы. Ручной механизм поворота башни. Надо сказать, работает очень плавно. Башня очень хорошо сбалансирована. С ручным вертикальным наведением орудия тоже все в порядке. Работает легко и очень быстро. Для включения электропривода используется ручной выключатель сцепления со стабилизатором. Когда я нажал на него, весь казённик орудия сдвинулся. Посмотрим, что будет, если нажать еще раз. Да, теперь казённик свободно качается. Я могу двигать орудие вверх и вниз. Это показывает, насколько хорошо сбалансировано орудие. Давайте-ка я верну казённик на место. Теперь орудие снова связано со стабилизатором. Продолжим. Здесь приборы управления орудием и спаренным пулеметом. Прямо передо мной есть какая-то рукоятка, которая не выполняет совершенно никаких функций. Это просто закрепленная ручка. Индикатор азимута слева. У наводчика есть 3 прибора наблюдения. Для обычного обзора используется перископ с однократным увеличением, который дает общую картину поля боя. Вполне неплохо. Также у него есть телескопический и перископический прицелы. Перископический можно использовать вместе с инфракрасным прицелом, а телескопический только при дневном свете. Там есть шкала с делениями для 4 типов снарядов и спаренного пулемета. Прицел отключен, так что я ничего не вижу. Слева по борту расположены хомуты для снарядов, которые крепились везде, где оставалось место. При панорамной съемке большинство снарядов, наверное, попадет в кадр. Справа находится 100-мм орудие Д-10. Великолепное орудие для своего времени. Сбоку нанесена таблица дальности стрельбы для разных углов наведения. Это похоже на ручной спуск на случай отказа электрического. Нужно просто нажать на него. Думаю, он работает вместе с этой небольшой системой. Нужно оттянуть стержень, чтобы заново взвести боек ударника. Так что в случае осечки повторно взведите орудие. Нажмите на ручной спуск, это должно решить проблему. На этом все о месте наводчика. И хочу отметить, что оно устроено очень хорошо. Несмотря на то, что место предназначено для людей небольшого роста, оно определенно получает удовлетворительную оценку. Жаловаться мне здесь не на что. Теперь давайте посмотрим на условия работы заряжающего. Мы на месте заряжающего, которое можно описать всего одним словом. Боеприпасы. Начну с сиденья заряжающего. У него весьма продуманная конструкция. Это привычное откидное кресло. Оно подпружинено, и когда вы встаете, оно автоматически поднимается. Но также вы можете переместить его в другое место. Для этого нужно снять его с небольших крючков и установить в ином месте, если по какой-то причине вы хотите сидеть именно там. Например, из-за ваших габаритов. Давайте попробуем правильно его закрепить. После установки вы можете сидеть здесь, лицом вперед. Я не знаю, как именно заряжающие предпочитали заряжать орудие, сидя или стоя. Мнения по этому поводу разнятся. Как бы то ни было, боеприпасов у него здесь много. По крайней мере, так кажется. На самом деле боекомплект составлял всего 34 снаряда. Когда был убран курсовой пулемет, места для снарядов стало больше. Как вы видите, они здесь повсюду. На задней стенке башни 1, 2, 3, 4, 5 снарядов. Прямо за мной еще 2. 4 снаряда на полу рядом с заряжающим. Несколько хранится в нише в задней части башни. И уложены они вертикально. Один рядом с другим. Основание одного снаряда находится у головки следующего, и так далее. Они так хранились, потому что они сужаются кверху, и так можно было уместить больше снарядов в ограниченном пространстве. Но недостатком является то, что обращаться со снарядами становится труднее, потому что у заряжающего не вырабатывается, скажем так, мышечная память, чтобы быстрее заряжать орудие. Но я бы не сказал, что здесь все плохо. Заряжающий стоит на вращающемся полу, поэтому ему не надо волноваться, куда поставить ноги.
учитывая, что рабочего пространства у него не так уж и много. С одной стороны казённик, с другой стороны снаряды. Но когда он берет снаряд... Посмотрите, какой он длинный. Ему нужно добраться до задней части казённика, куда он сможет его затолкать. Я не уверен, что эти снаряды подходят к казённику, поэтому я не буду задвигать его туда до конца. Как я уже говорил, это пушка Д-10. На этом танке установлена версия Д-10С. Изначально стабилизация была только вертикальная. Позже на танках 55-й серии появилась и горизонтальная стабилизация. Если говорить о еще более поздних модифицированных версиях Т-55, то те могли вести огонь противотанковыми ракетами «Бастион». Правда, я не совсем понимаю, где они хранились. Давайте-ка вернем снаряд на место. Стоять. Перед заряжающим находится спаренный пулемет. Раньше это был пулемет СГ, а сейчас здесь установлен ПКТ. Патронная лента подается справа и опускается вниз, а стрелянные гильзы падают в брезентовый мешок под пулеметом. У заряжающего очень удобный доступ к снарядам в передней части корпуса. В герметичных гнездах находится 15-16 снарядов, которые закреплены простыми защелками. Если башня повернута вперед, достать их не проблема. Здесь также есть перископический смотровой прибор. Его можно вращать и регулировать его высоту и угол наклона. Он дает заряжающему хороший обзор при задраенном люке. Также здесь есть одна из этих ручек. Похоже, они установлены на месте каждого танкиста. Одна у командира, одна у наводчика и вот еще одна. И... если честно, я пока не понял, для чего они. Может, кто-то ответит мне в комментариях к видео. Возможно, кто-нибудь, служивший на Т-55, поможет мне с этим. Наш оператор только что высказал свое наблюдение об этой ручке. Как он сказал, некоторые называют ее ручкой «О, черт!». Другие знают ее как ручку «О, боже!». Я уже говорил о том, какой тряской этот танк. Если вы посмотрите нашу виртуальную панорамную экскурсию по танку тип 59, то увидите, что мое лицо практически ударяется о камеру, закрепленную на пулемете на башне. Так что, я думаю, эта ручка могла использоваться как поручень, когда танк скачет по кочкам. Но это все равно не дает объяснения ручкам на месте наводчика или командира, потому что их там еще больше, а у командира вообще нет места, чтобы сильно трястись при езде. Пару слов о казённике. Это казённик с горизонтальным затвором. Рукоятка затвора здесь. Нужно приподнять ее, чтобы повернуть. Правда, не так-то с ней все и просто. Приходится помучиться, чтобы вернуть ее на место. Здесь стопор походного положения пушки. Обычный шплинт соединяется с креплением на потолке башни. Плафон освещения, и больше ничего в глаза не бросается. Это была башня Т-55, теперь посмотрим на место мехвода. Итак, я забрался на место мехвода. Я бывал и в худших местах, но не намного. Сиденье поднимается и опускается. Система регулировки наклона спинки сидения очень простая. В таком положении моя голова находится за люком. Конечно, я откинулся назад больше, чем обычно делают мехводы, но ведь у меня длинные ноги. Когда люк закрыт, над мехводом находится резиновая прокладка. Ему ничего не мешает. Для обзора у него есть два перископических прибора. Один направлен прямо, а другой под небольшим углом направо. Для ночной езды можно убрать один перископ и заменить его инфракрасным прибором. Ниже находится небольшой компас. И если вы спросите, как в такой большой металлической штуке может быть компас, тогда почитайте про корабельные компасы. Педали, сцепление слева. Довольно тугая. Тормоз посередине. А чтобы включить ручник, используется простой храповик. Ручной тормоз включен, ручной тормоз выключен. Ну и, конечно, педаль газа. Интересно наблюдать, как двигаются все рычаги и штанги
когда вы задействуете различные механические элементы управления. Управление осуществляется с помощью двух рычагов, по одному с каждой стороны. Коробка передач планетарная. Впервые ее применили на КВ-13 и танках серии ИС, и впоследствии ее широко использовали на советских танках. Разворачиваться на месте танк не может, но, что хорошо, усилие продолжает передаваться на обе гусеницы при повороте. Трансмиссия с 5 передними передачами и одной задней. Схема переключения довольно странная. Первая передача — рычаг вниз по центру, вторая — налево-вниз, третья — налево-вверх, четвертая — до конца направо-вверх и пятая — вниз-направо. Задний ход — рычаг вверх по центру. Не знаю, почему схема именно такая. Спидометр находится слева, в таком месте, где его видно даже при езде с высунутой из люка головой. Но приборную панель в таком случае будет не видно, а на ней располагаются все необходимые приборы. Итак, приборная панель мехвода. Думаю, это кнопка стартера. Что было здесь, понятия не имею. Это похоже на тахометр, индикатор давления масла, индикаторы температуры, по-видимому, для двигателей и трансмиссии. Это амперметр. Сверху находятся старомодные предохранители. Главный выключатель электропитания находится справа от камеры. У него традиционная советская конструкция. Включить, выключить. Также здесь есть плафон освещения. Из других приборов управления у мехвода есть пневматическая система запуска двигателя. Баллоны со сжатым воздухом находятся на стенке корпуса, а не впереди. Похоже, что топливный бак находится перед укладкой боеприпасов. Что ж, думаю, его можно считать дополнительной броней. Были и другие танки с похожей задумкой, то есть использованием топлива как брони. Пусть лучше оно загорится, чем взорвется боеукладка. Я рад, что мне не пришлось служить на Т-55, потому что я просто не помещаюсь в них. Но вы не можете осуждать машину за то, что ее экипаж должен быть невысоким. Если в армии есть низкие люди, можно назначить их на этот танк. Хотя это несколько ограничивает выбор кадров. Кроме того, в танке тесновато для эффективного ведения боя. Он неплох. Здесь все хорошо устроено, но думаю, что находиться в танке очень продолжительное время никому бы не хотелось. Танк довольно тряский. Конструкторы выжили максимум из технологий Второй мировой. Опять же, люди забывают, что это очень-очень старый танк. И если они ждут, что в нем будут современные стандарты комфорта и качества езды, они будут разочарованы. Так что нельзя критиковать танк за это, как мне кажется. На этом о месте мехвода все. Теперь давайте выберемся наружу и завершим наш рассказ. Т-55 является одним из самых широко применяемых танков в мире. На это есть несколько причин. Во-первых, их было построено огромное количество. Это самый массовый танк в истории. Не путайте с самой массовой боевой гусеничной машиной. Этот титул принадлежит машинам серии Universal Carrier. Во-вторых, я бы назвал его танковой версией Toyota Hilux из передачи Top Gear. Он совершенно неубиваемый. Если у вас есть базовые навыки в механике и вы разбираетесь в четырехтактных двигателях, вы сможете поддерживать эту машину на ходу. Так что в местах, где есть проблемы с техническим обеспечением, например, в Африке или в некоторых регионах Азии, танк можно поддерживать в рабочем состоянии. Все, что вам нужно, это стандартный набор инструментов и понимание того, что вы делаете. По нынешним стандартам Т-55, конечно, уже не настолько хорош, как раньше. На него часто снисходительно смотрят как на легкую закуску для современных Абрамсов, Леопардов и других танков. Да, это так, но это все же нечестно, учитывая, что это фактически танк с технологиями Второй мировой, который до сих пор состоит на службе. Может быть, это и не лучший танк на поле боя, но если у вас есть Т-55, а у противника автомат Калашникова, то со своей задачей он справится. Кроме того, нужно сказать об универсальности шасси, на котором было построено невероятное количество различных машин. Это были и мостоукладчики, и тяжелые бронетранспортеры, и пожарные машины. Можно было создать что угодно.
Также стоит отметить, что Т-55 производился в очень многих странах. В Китае танк выпускался по лицензии под обозначением ВЗ-120, версии танка тип 59. Другие страны, Румыния, например, тоже производили свои модификации. Это поистине культовая машина, которая достойна уважения. На этом мы заканчиваем нашу экскурсию по Т-55. Надеюсь, вам понравилось. Увидимся в новом выпуске.